Сегодня день солнечный, ясный, небо чистое. Вот можете по небу посмотреть, что никакого смуга пока еще в нише нет. Мне задают много вопросов про продукты. Вообще, я даже не ожидала, что эта тема будет настолько популярна, актуальна. Когда мы еще здесь не купили квартиру, а только несколько раз приезжали сюда, мы также ходили в магазины, покупали продукты, готовили себе. Мы не питались в каких-то ресторанах, кафешках. Вот. И как бы я поняла, что частично что-то дороже, частично что-то дешевле, но в принципе это вообще не критичная разница по сравнению с Россией. Вот. Поэтому я, пожалуй, больше не буду прям говорить о своем мнении, дороже это или дешевле. Я буду вам показывать прям цены, потому что я приношу продукты из магазина, я их покупаю, у меня чек. Иногда вот прям цена, стоимость и вес прям наклеен на продукт. А вы будете делать свои выводы, потому что люди живут в разных районах России, в разных городах, и цены очень сильно отличаются. И каждый человек сделает свой вывод, дороже это или дешевле, чем в России. Потому что даже по этому поводу пишут негативные отзывы, но я уверена, что это не люди, а бот. То есть находят к чему придраться и начинают меня обвинять в том, что я говорю, что здесь слишком хорошо. Я не говорила, что здесь дешевле или одинаковое. Я говорю о том, что частично здесь что-то дороже, частично что-то дешевле. В общем, это не критичная разница. То есть мы не стали тратить здесь больше денег. Я эту статью в предыдущем видео озвучивала, сколько мы потратили на продукты. У нас в месяц ушло 40 тысяч. Такие же деньги мы тратили и в России. С учетом еще того, что это на двоих человек, и это в динарах стоимость, то есть в рублях это еще меньше. Это порядка там 37 тысяч, 35, может быть, даже. Еще мне задали такой вопрос по поводу моего мнения, по поводу качества и вкуса продуктов. Безусловно, на своем канале я имею право озвучивать свое мнение. Я скажу, поделюсь с вами об этом. И также по поводу того, озвучить по поводу того, какие упаковки, если 850-700 грамм, как есть в России упаковки. Это я тоже покажу. Упаковка курочки, то есть куриные окорочка. Вот ценник здесь есть, 297 динар, вес 865 грамм. Ну, тут вообще несложно посчитать, как бы я вот прям сейчас даже ради интереса посчитаю. Значит, 297 разделим на 865. У нас получается 0,34, это стоимость за 1 грамм. И умножим на 1000 грамм, то есть на килограмм. 343 динара за килограмм. Это стоит окорочка, это без акции. Когда бывает акция, то упаковочка выглядит немножко по-другому. Здесь клеится рядом с ценником таким, клеится еще красного цвета ценник, где написано стоимость, то есть она зачеркнута, написана новая стоимость и написана новая цена за килограмм. То есть практически всегда указывается стоимость за килограмм, если даже в упаковке нет килограмма, вот как здесь. Значит, дальше что у нас? Упаковки. Здесь на всех остальных продуктах я вытащила то, что у меня было в шкафу, в холодильнике, и все. Я специально не готовила распаковку, когда я пришла из магазина и вам показываю всю стоимость продуктов. Я сейчас хотела просто показать упаковки, которые есть, вот на примере продуктов, которые у меня сейчас лежат в шкафу, в холодильнике. Значит, упаковки. Ну, давайте начнем с муки. Вот она уже у меня не целая, заканчивается. Вес 1 килограмм. Сахар 1 килограмм. Рис 2 вида я обычно беру. Видно здесь 1 килограмм, 1 килограмм. То есть ровно 1 килограмм. Макароны 500 грамм, полкилограмма, 500 грамм.
полкилограмма. Спагетти 500 грамм. Шоколад. Шоколад, кстати, мне тоже не встречался, чтобы там было написано. Сейчас я найду вес. Вот сейчас видно 100 грамм. Мне не встречался шоколад, где было бы 85-75 грамм, как в России. Нет. Это либо 100 грамм, либо это 200 грамм. По-моему, я видела еще 180, какой-то такой шоколад был. Но 75-80 и размером такой же, как 100-граммовая плитка, я не встречала. Вот есть вот такая крупа, я еще беру. Это кукурузная крупа. Я ее беру на каши. Она мне очень нравится. Значит, ее стоимость была 49 динар. Здесь 400 грамм. Крабовые палочки. 250 грамм. Стоят они в магазине Lidl 128 динар. Очень хорошего качества. Кетчуп. Кетчуп 500 миллилитров. Масло подсолнечное 1 литр. Опять же, масло я смотрела разное. Упаковок меньше литра я не видела. Везде четко 1 литр. Йогурт 1 килограмм. Йогурт пробио без фруктов 1,5 килограмма. Минеральная водичка. Очень я люблю эту воду. Она совсем недорогая. Это местного производства. Здесь водичку эту качают, производят. Князь Милош называется вода. 1,75. Вот такая упаковка литра. Стоит она 60, 64, 65 динар. Вот где-то в последнее время вот так вот цена. Хотя в прошлом году она была около 60, 59. Ну, то есть, но все равно это такие копейки, о которых даже и речи вести нечего. Разница в 3 рубля, в 4, там, в 5 рублей. То есть как бы это не рублей, динар. То есть это даже еще меньше, не в рублях. Вот, я часто беру минеральную воду. Также я ее брала и в России. И если это была хорошая вода, я не могла себе позволить купить типа боржом там и так далее, хорошую воду, которая стоила 200 рублей, небольшая, да, бутылочка литровая там или даже меньше. Я брала, что могла себе позволить, и качество этой воды, конечно, меня не устраивало. А стоила она, то, что я могла себе позволить, это около 100 рублей. Вот, то есть это где-то 120 динар. Напоминаю, эта вода 1,75 стоит всего лишь 65 динар. То есть это где-то 60 рублей. То есть в 2 раза дешевле. Я просто люблю воду минеральную именно. Я иногда ее пью. То есть мы берем с запасом всегда. Вот, так что вот такие упаковки. Это на примере того, что я сейчас вытащила из своего холодильника, шкафа. По поводу качества продуктов, я не делаю анализа, я не являюсь каким-то инспектором, чтобы я могла сказать прямо о качестве продуктов. Я на своем канале, еще раз повторяю, высказываю свое личное мнение, свое ощущение и так далее. Меня на моем канале попросили озвучить свое мнение по поводу качества и вкуса продуктов, поэтому я сейчас это сделаю. Негативный бот, который писал мне там такие негативные отзывы о том, что я все приукрашиваю, преподношу в розовых очках, это абсолютная неправда, потому что если вы смотрите мои ролики, то видите, что я говорю не всегда, что мне все нравится. Также в продуктах я говорила о том, что мне не все нравится. Сейчас я расскажу, что мне нравится, что не нравится. Значит, по поводу мяса. Ну, возьмем самое основное, это мясо. Куриное мясо называется пилетина по-сербски. Мне нравится по качеству, потому что оно, когда варишь бульон, например, оно дает такой желтоватый жирок, который и по вкусу, кстати, мясо очень отличается от того, что я покупала в России. Это вкус мяса куриного мне напоминает курицу, которую мы покупали в детстве на рынке. То есть это похоже на домашнюю курицу. Вот. Мясо, свинину я не беру.
Я уже рассказывала, что очень жирное мясо. Мне не хочется в последнее время жирного мяса есть, поэтому я стараюсь ее не брать очень редко. Я беру там плов могу сделать, либо с картошечкой пожарить. Но это бывает редко. Я беру иногда фарш. Фарш, опять же, не свиной, а смешанный. То есть там свинина с говядиной. Она чуть-чуть подороже, эта упаковочка, но лучше качеством. Тоже жирновато, как по мне. Поэтому я, например, для себя нашла какую альтернативу. Я покупаю теперь мясо, сама его дома перекручиваю, и получается прекрасный фарш. То есть лучше не придумать. Мясо само по себе хорошее, но, видимо, добавляется в фарш какой-то жир, и получается слишком жирно. Поэтому по первому времени я брала такой фарш, но сейчас мне не очень его хочется брать. Я стараюсь не брать, а сама перекручивать мясо. Говядину, телятину я беру достаточно редко, потому что дорого. И я беру только, когда она есть на акции. Я уже объясняла, что бывают акции, когда заканчивается срок годности охлажденного мяса. То есть не замороженного. Это свежее мясо, его охладили, там срок годности у него всего лишь несколько дней. И если его заморозить в морозилке, то, естественно, с ним ничего не случится. Он может лежать очень долго. Поэтому я такие упаковки покупаю. Они получаются в 2 раза дешевле. И довольно хорошим мясом нежирным его употребляю. Качество молочных продуктов мне очень нравится. Ну, прям очень нравится. Я в молоко в России не брала такое вкусное. Это не молоко, это йогурт. Я уже рассказывала про молоко. У меня уже не полная бутылочка есть. Вот на его, например, я покажу. Свежее млеко называется. Полтора килограмма. Здесь не в литрах, а килограмма. Стоит оно 140 динар, 1,5 килограмма. Делайте выводы сами. Дорого это или дешево. Вот, только в каждом городе своя стоимость. Оно очень вкусное. Оно напоминает вкус детства парного молока. То есть, когда мы ездили к бабушке, меня угощали парным молоком, и в нем есть привкус парного молока. Молоко очень вкусное. Оно не прям парное, конечно же, но вот это ощущение свежего, хорошего молока, натурального, в нем присутствует. Поэтому я его беру с удовольствием. Мы не то чтобы прям очень много пьем, но иногда куда-то в кофе я добавляю, там каши я варю на разбавленном молоке, не на чистом, потому что не люблю на самом деле очень большое количество молока. Йогурт. Значит, 1 килограмм бутылка, стоила она 130 динар в Лидле. Мы прочитали, сделали перевод состава. Входит в состав только натуральная клубника. Никаких ароматизаторов, красителей здесь нет. Вот. Опять же, делайте вывод сами. 1 килограмм 130 динар. По мне, так это вообще недорого за натуральный продукт. Шоколад. Шоколад, конечно, подороже, чем в России. Опять же, не критично. Есть шоколад более дешевый, но по качеству он мне не особо нравится. Есть шоколад, который стоит 100 динар, 110 динар, до 120 динар. Это где-то порядка 100 рублей получается. Он мне не особо нравится по качеству. Вот этот шоколад, например, который мы взяли в Лидле, на нем стоит марка Lidl. Ну, он такой сделан в новогодней тематике. Он стоит 140 динар, не 120 как дешевый, а 140, а по вкусу очень хороший, приятный шоколад молочный. Опять же, я повторяюсь, я не инспектор по качеству, я не делаю какие-то образцы там и так далее, анализа не провожу. Я говорю свое ощущение вкуса продукта и свое ощущение его по качеству. 100-граммовая плитка, я уже говорила. Очень большое разнообразие кетчупов, соусов. Не все пробовали, но кетчупы мне нравятся местные, очень вкусные. Подсолнечное масло. Ну, выбор большой, есть несколько видов подсолнечного масла, можете пробовать, какое-то понравится больше, какое-то меньше. Стоило оно, вот именно это, литр, стоило оно 160 с чем-то, 169, по-моему, динар. Опять же, делаем сами выводы. Рис мне очень нравится в Сербии. Стоимость его, вот этот длиннозерный был подешевле, он стоил 120 динар.
А вот этот круглый стоил 140 с чем-то, около 150 динар. Тоже выводы делайте сами по стоимости. Макароны мне нравятся. Это недорогие макароны, стоили они в Лидле 65 динар. По качеству мне не нравятся. Они не разваливаются, не развариваются. А, Я не читала состав, не знаю, из твердых сортов пшеницы или как. Но по качеству мне они очень нравятся. 65 динар. Я не так давно уехала из России. Я еще помню эти цены. Выводы делайте сами. Не дороже, чем в России. Вот такие крабовые палочки мы берем. Я уже их не раз показывала. Они очень вкусные. Я понимаю, что ничего полезного в них нет, в крабовых палочках. Это не мясо из крабов натуральное. Но они очень вкусные. На салатик их можно брать. На суши их можно брать, сделать домашние суши. Вот. Качество хорошее, вкусное. И ни разу мне не попались они какие-то не свежие. В России это была беда. Когда я покупала в Дикси крабовые палочки, несколько раз я их возвращала назад, потому что они были при вскрытии, когда их открываешь, они были слизкие, то есть с запахом, то есть было понятно, что они испорчены. И, ну, пусть там небольшие деньги, там, я не знаю, сколько они там, 100 рублей стоили, но я их всегда возвращала просто из принципа. Я не хочу платить за испорченный товар. А, Почему я должна платить свои деньги за испорченный товар? Я возвращала их. Вчера в Лидле была акция, мы купили вот эти бананы по 138 динар. Кстати, про акции. Я не просто так говорю, что я беру по акции. Это не означает то, что я там, не знаю, там выбираю какие-то плохие товары. Нет. Просто в Сербии, особенно в больших маркетах сетевых, очень распространены вот эти акции все. И когда у вас есть приложение, вы заходите туда, пользуетесь, то там очень часто бывают купоны, которые вы можете активировать на разные товары, абсолютно разные товары, по нескольку штук за раз. То есть не раз в месяц, а они каждый день падают какие-то разные купоны. Вы можете их активировать, и этот купон дает вам скидку там 15-20%, разные скидки. Вот были по купону, вот мы их купили, нам они обошли 138 динар за килограмм. Это где-то 120 рублей а, за бананы, получается. Вот, я уже рассказывала, что экономить я умею, поэтому если вы умеете, также имеете такую же хозяйственность, вы умеете выбирать товар, вы умеете пользоваться приложениями, где-то сэкономить, а не тратите деньги сразу в первый попавшийся товар, придя в магазин, то все нормально. Цены здесь будут вам не дороже, чем в России. Существуют также магазины, где цены еще ниже, но мы были в таком магазине, мне не особо понравилось качество. И, скорее всего, мы кое-зачем туда еще придем, но далеко не за всем, что мы купили, потому что качество мне не очень понравилось. То есть все-таки цена-качество имеет значение, да, то есть соответствует. Если это дешево, это не может быть прям качественно. Овощи и фрукты практически всегда здесь свежие, даже в магазинах сетевых. А, Видимо, привозят их откуда-то из ближайших мест, то есть не везут откуда-то издалека, нет там дальнего зарубежья, выращивается и здесь же продаются в Сербии, поэтому они практически всегда свежие. Родилась и выросла в Крыму, знаю, что такое свежие фрукты с огорода, с дерева. У нас были дачи всегда, сначала одна, потом другая. Я знаю вкус натуральных фруктов и овощей. Здесь он соответствует. В России мне этого очень не хватало. Яблоки из магазинов, там маркетов каких-то, помидоры и так далее, это все вообще рядом не лежало с тем, что мы сейчас покупаем здесь, то, что выращено здесь, оно не привозится откуда-то издалека, потому что в Сербии выращивается почти все. И все это продается здесь. То есть местный фрукт и недешево. В сезон это стоит вообще копейки. Инжир мы, например, покупали в сезон по 50 динар, это где-то 45 рублей. Виноград мы покупали по 80 динар в сезон. Виноград это где-то 60-65 рублей будет. Вот. Делайте свои выводы, где дороже, где дешевле.
Рыба здесь есть. Я уже рассказывала, что в крупных супермаркетах, таких как Lidl, таких как Метро, рыба есть. Это, в Метро вообще очень большой выбор. Я не любитель рыбы особо, прям вот, хотя, несмотря на то, что я дочь моряка, выросла в портовом городе в Крыму, но я не особо люблю рыбу. Я люблю рыбу только прям вот типа пеленгаса, где такое мясо, одно мясо, короче говоря, белое мясо практически без костей, то есть один хребет и все. Всю остальную рыбу, мелкую, костлявую, я не особо люблю. Поэтому я не страдаю без рыбы. Если мне очень захочется, то я куплю какое-то филе, которое в Лидле я видела по 500 динар за килограмм, запеку его и буду довольна. Вот, поэтому без рыбы я не страдаю здесь. Вот, кстати, по поводу сладости. Мне не нравится выпечка местная, которая именно сладкая. То есть это торты, пирожные. Мне не нравится. Вот оно какое-то жирное, я уже рассказывала про это, мне не нравится. Выпечка, которая в пекаре делается, это пицца, это бурек, это там есть и хлеба, разные булочки и так далее с начинками сладкими, вкусная, но жирновато тоже. То есть они тесто чем-то так вот обрабатывают жиром каким-то, наверное. Мне жирновато, я не особо любитель такого теста. И вообще изобилие фруктов и овощей натуральных, вкусных, только что с огорода и по цене абсолютно доступной, вообще недорого, для меня лично перебивает все минусы жирного мяса. То есть всегда можно найти альтернативу. Можно не брать фарш готовый, а брать свиное мясо и перекрутить самому, тогда будет в принципе нормальный фарш, и добавить его, например, с чем-то смешать. Но все хозяйки знают. Поэтому для меня вообще вот это изобилие фруктов и овощей натуральных перебивает все минусы остальные. Отсутствие суши. Да я вообще спокойна. Я могу сделать дома суши эти же. Я могу спокойно абсолютно относиться к отсутствию рыбы, суши. Кстати, вот писали, что минусы Сербии, что кафе все прокуренные, там все курят. Ну, не ходите в кафе, где курят. Я, например, не хожу по кафе. Вот. То есть я к этому тоже абсолютно равнодушна. Меня это никак не задевает и не трогает. Пусть курят. Это ам, какие-то специфика страны сербов, это их дела, они где хотят, там и курят. И как бы не нам им указывать, где им можно курить, а где нельзя. У нас тут повесили такое объявление. Смысл его в том, что в нашем доме будут менять счетчики на счетчики еврообразца, на новые счетчики. Хотя нашему дому всего лишь 1,5 года, у него и так все счетчики новые, новейшие. Вот. Но будут менять на еврообразца, которые будут передавать электричество с счетчиков, количество истраченного электричества автоматически. То есть не нужно будет снимать, писать, не будет ходить человек, который этим раньше занимался от электродистрибьюции и снимать данные по счетчикам. Они будут передаваться автоматически. Вот. Так что вот такие вот новшества в нашем доме будут. Сейчас всего лишь 5 часов, но уже на улице темно. Мы решили съездить в китайский магазин и зайти еще в магазин техники. Вот как красиво дом оформлен к Рождеству. Это вот улочка рядом с нашим домом. Какая красота. Например, пенопласт или каменная вата. Никогда не думала, что так скажу. Вот моя любимая стоматология.
Всем привет! Вы на канале Дубль 2, меня зовут Галина. Сегодня я хочу с вами поделиться своими ощущениями смога в городе Ниш, в Сербии. Мы сейчас гуляем с сыном в центре города. Прошлись сначала по улочкам, которые немножко в стороне от центра, чуть дальше туда. Сейчас гуляем в самом центре. Сейчас 10 декабря, и я могу сказать, что я до сих пор не поняла, приехав в Сербию, мы живем здесь первый год, первую зиму будем жить, и я до сих пор не поняла, что такое смог в Сербии. В городе Ниш сейчас до сих пор нет смога. Во всяком случае, я его никак не чувствую. Нет запаха, нет какой-то, я не знаю, там, чтобы висело какое-то что-то в воздухе, какая-то дымка там и так далее. Этого нет. Воздух абсолютно свежий. Мы сейчас шли, дышали, наслаждались воздухом. Единственное, что рядом с нашим домом, там, где мы живем, есть частный сектор. Немножко выше от нас находятся дома, которые не газифицированы, они топятся дровами. И видно, что уже сейчас из труб стал идти дым. То есть люди топятся, видно, что поднимается дым вверх. И даже не из каждого дома, видимо, может быть, не все топятся печкой, может, электричеством кто-то использует. И запах немного костра, вот рядом с этими домами, чувствуется в воздухе. Сейчас 10 декабря, разгар зимы. Мы ходим вот так нараспашку, у нас 10 градусов тепла. Вот в кроссовочках. Покажи. В кроссовочках. В общем, мне такая погода очень даже нравится, зимняя. Значит, еще что хотела сказать про смог в Нише. Продолжение разговора. Ниш вообще похож на город Казань. Он расположен так, если кто знает, что Ниш находится на юге Сербии, здесь горы, и он расположен так, что его центр города находится в низине, а дальше город идет на возвышенность. Есть места, где совсем резко переходит в горы, есть места, где возвышенность такая нерезкая. Там, где у нас дом наша квартира, у нас тоже это возвышенность, это не центр города, но и не окраина, конечно же. И эта возвышенность не резкая, то есть когда мы идем пешком, не чувствуется, мы чувствуем, что немножко на возвышенность мы идем, поднимаемся, но это не резко, это не тяжело идти, то есть не как в гору подъем. Но при этом расположение нашей квартиры все-таки выше, чем центр. И так как смог, весь дым имеет такую способность спускаться вниз, поэтому я слышала, что в прошлых годах было в центре не очень хорошо людям дышалось, кто живет именно в центре, потому что именно смог всегда спускается вниз. Наверное, поэтому у нас смог не особо чувствуется, и расположение нашей квартиры достаточно удачное. Мы смога практически не ощущаем.